Такое никто не покупает, разве только на дачу. Молодой человек с бейджиком Артемий не скрывал раздражения. Цыкал, закатывал глаза, качался на месте, приподнимаясь на носочках и скептически смотрел на пожилую женщину, внимательно осматривающую камеры двух невысоких холодильников. «Так, может, мне на дачу и надо?» Покупательница улыбнулась, но бегающие глаза выдавали нервное напряжение. «Ага, конечно. Вы только что рассказывали, как продукты пришлось на балконе хранить». Усмехнулся паренек и стал весело переглядываться с другими консультантами. Те сочувствующе кивали и мысленно желали коллеге терпения с бесполезной клиенткой. Так они называли между собой покупателей, способных взять только самую недорогую технику. Время тратишь, а выхлопа – кошкины слезки. Неделю назад Мария Ивановна сразу заподозрила неладное. Ее холодильник перестал гудеть, а вокруг растеклась лужица. Только бы к соседям не протекло. Женщина побежала за тряпкой с ведром и спешно собрала воду с пола. Такое уже и раньше бывало, но теперь воды натекло больше, чем прежде, а молчание старого железного друга затянулось. Мария Ивановна сидела на табуретке и грустно смотрела на холодильник. «Вот и ты меня покинул». Пенсионерка попробовала пошутить, улыбнувшись, чтобы не впасть в отчаяние. Поломка холодильника была сильным ударом для Марии Ивановны. Она знала, что рано или поздно это случится, но старалась не думать о плохом. Живя на одну пенсию, сложно выкроить сумму для крупной покупки. Сначала женщина вызвала мужчину по совету соседки, который понимал в технике. «Михаил, посмотрите, пожалуйста, может, получится как-то исправить». «Не, дешевле выйдет новый купить, да и запчасти на такую модель уже днем с огнем не сыщешь». «Спасибо за помощь, очень жаль». «Вы не переживайте только, сейчас каких только холодильников нет, и дорогие, и дешевые. Вам же не нужно до потолка». «Нет, не нужно, конечно. Завтра пойду в магазин. Сколько я должна вам?» Знакомый, давший Марии Ивановне его номер, очень просил много не брать. Добродушная и интеллигентная пенсионерка, похоронившая мужа несколько лет назад, жила более чем скромно. Ее сын живет на другом конце страны и не навещает мать. Весь дом возмущенно шушукался, когда ее Андрей не приехал помочь матери, когда она по весне сломала ногу. Зато Марию Ивановну часто узнавали на улице в их районе. Всю жизнь проработала учительницей, оставив приятные воспоминания и у выпускников школы, и у их родителей. Она всегда радовалась, встречая бывших учеников. Михаил ушел, не взяв денег. Эта бабушка, живущая в небогатой, но уютной квартире со стареньким ремонтом, напомнила ему его собственную мать. Та разговаривала так же, дружелюбно и тихо. В любом случае, нужно ждать пенсию, которая придет через несколько дней. Но все равно придется пропустить один платеж за коммуналку. Ничего, сэкономлю где-нибудь. Мария Ивановна не грустила, потому что, по ее подсчетам, она должна была справиться. И вот день покупки наступил. В зале магазина бытовой техники женщина быстро прошла мимо красивых холодильников, блестящих под ярким светом, в конец рядов. Там стояли модели попроще. Оглядев ценники, она сразу нашла два варианта, которые укладывались в рамки допустимой суммы, которую пенсионерка могла себе позволить потратить. Ну и что объем совсем небольшой? Зато морозилка есть. Много мне надо, что ли? Тут все уместится, подумала Мария,
открывает дверцу холодильника высотой ниже ее небольшого роста. И наш, отечественный. «Здравствуйте, я могу вам чем-то помочь?» Улыбчивый молодой продавец появился, как джин из бутылки. «Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем разница этих двух моделей? Стоимость у них примерно одинаковая. А есть ли важное отличие?» «Ну...» Обладатель бейджика Артемий закатил глаза. «Я бы вообще не рекомендовал это покупать. Сами видите». Консультант обмахнул несчастный холодильник. Совсем устаревший вариант, и решетка сзади торчит. Я бы все-таки хотела остановиться на этих моделях. Артемий сразу поморщился. Он работал в магазине совсем недавно, и управляющий ему ясно объяснил, что увеличивать чек – прямая обязанность. А если покупатель отказывается раскошеливаться, значит, ты ему плохо смог объяснить преимущество техники подороже. Их вручную размораживать надо. А вот этот Артемий показал холодильник в соседнем ряду по цене в 3 раза больше. Размораживается сам, его и берите. Меня не отпугивает. Мое единственное требование, чтобы работал. Извините, что я это рассказываю, но мой холодильник подвел меня в неподходящий момент, и даже продукты негде хранить, кроме как на балконе, а средства позволяют купить только такой вариант. Так если денег нет, чего в магазин идете? У меня других дел, кроме вас, хватает. Ну, у детей возьмите, я не знаю, у подруги займите. Все лучше, чем такое. Артемий кивнул на холодильник. Покупать. Вам что, дети не помогают? Что, простите? Мария Ивановна опешила. Продавец задел за самое больное. Ладно, сын, Андрей, давно живет своей жизнью. Главное, что у него с женой все хорошо. А вот внук – одно расстройство. Полгода назад уехал в Питер и теперь постоянно просил перевести ему денег. Мария Ивановна злилась, просила вернуться, но все равно не выдерживала и выполняла инструкцию после того, как Вадим плакал в трубку. Иначе я сегодня буду спать под мостом. Так ее скромные накопления, которые и были, оказались быстро распотрошены. «Тем, что тут у тебя?» Мимо прошел другой консультант и заметил раздражение Артемия, поддергивающего ногой. «Опять денег нет, а холодильник надо. Собирается дешевку брать», — ответил парень, понизив голос, но Мария Ивановна все слышала. «Да все у них есть, у пенсионеров этих. Только раскошеливаться не хотят. На тот свет забрать стараются», — кивнул коллега Артемию. «Женщина, а вы знаете, что еще и за доставку платить придется? Капитализм на дворе. И за поднятие на этаж. Или вы на саночках домой сами повезете. Как раз сегодня первый снег выпал». Оба консультанта загоготали и осмотрели зал. Третий продавец, поправляющий пылесосы, поднял голову, как страус из песка, и одобрительно подхихикнул. «Хватит, позовите главного. Я такая же покупательница, как и все остальные. Почему вы со мной так разговариваете? Я что, украсть, что ли, этот холодильник хочу?» Мария Ивановна не выдержала, и ее губы затряслись. «Почему они не могут просто продать мне этот чертов холодильник?» — думала она последние 5 минут. К такому отношению женщина не привыкла. Раньше даже самые хулиганистые ученики разговаривали с ней уважительно, а теперь эти двое смотрят, как на грязь под ногами. «А нету главного. Идите в другой магазин скандальте. Мы тут перед вами отплясывать не собираемся. Вон, денежные покупатели у нормальных холодильников стоят». Артемий не успел договорить. Кроме денежных, он увидел фигуру дотошного хозяина магазина. Сергей Петрович
еще вчера отругал его за беспорядок и, по мнению консультанта, цеплялся к нему как к новичку. Мне показалось, или у вас с Артемией снова какие-то проблемы? У нас все хорошо. Вот, холодильник подороже пытаюсь продать. Консультант бесхитростно отчитался, гордый собой. Почему же тогда покупательница трясется, как осиновый лист? Сергей Петрович лично проверял порядки в своем магазине каждый день. За работниками нужен глаз да глаз. Вот и сегодня, зайдя в зал, он сразу заприметил напуганную старушку, над которой нависли двое гогочущих парней. «Здравствуйте. Как вас зовут?» «Подождите, вы не Мария Ивановна?» Сергей нахмурил брови, понял, кто стоял перед ним. «Да, это я. А вы мой ученик бывший, наверное?» Женщина радостно улыбнулась, забыв про обиду. «Извините, я вас не узнаю». «Сережа я, Никифоров. Помните, я к вам на занятия после уроков ходил?» «Точно, Сережа. Как же я тебя сразу не узнала. Ты так изменился. Солидный какой стал». «Пойдемте в кабинет директору. Мария Ивановна, поговорим». Сергей взял бывшую учительницу под локоток и повел в подсобное помещение. Артемий повернулся к коллеге и сказал: «Леха, нам конец походу». Сергей усадил Марию Ивановну в кресло и сам налил кофе. «Как у вас дела?» «Да все хорошо, Сереж. Живу потихоньку. Каждый день школу вспоминаю». «А сын, Андрей, с вами живет?» «Ой, давно уже на Дальний Восток переехал и женился. Мы созваниваемся. Иногда. Внук есть, Вадим. Он сейчас в Питере пытается обустроиться». «Понятно. А я вас поблагодарить хочу. Если бы вы тогда со мной не занимались после уроков бесплатно, я бы в жизни эти экзамены не сдал и дальше бы учиться не пошел. Спасибо, что вошли в наше положение. Скажите, мои продавцы вас обидели?» «Да, Сереж, им не понравилось, что самый недорогой холодильник беру. Ты бы поговорил с ними, что если человек пенсионер, без тугого кошелька, то и не покупатель вовсе». «Это какая-то дикая ситуация. Мне безумно стыдно, что такие люди работают у меня. Сейчас я поговорю с ними». Сергей еле нашел Артемия с Лешей, изображающих кипучую деятельность. «Кто позволил так разговаривать с посетителями моего магазина?» «А что такого мы сказали? Наверное, бабушка просто нас не так поняла». «А я? Я вас тоже не так понял? Я стоял за стендом и слушал это безобразие. Вы не только себя позорите, но и меня». Парни языки прикусили. Леша еще пытался сказать про повышение чека, но Сергей сразу осек его и указал, что они забыли о главном. Уважение к любому покупателю всегда должно оставаться на первом месте. «Сейчас обслужите Марию Ивановну по высшему разряду. Поняли?» Женщине было даже как-то неудобно, когда молодые люди растерянно извинялись, лебезили и старательно вбивали адрес доставки. Еще бы! Сергей Петрович грозно навис рядом и зло наблюдал за ситуацией. «Теперь и ты, Артемий, и ты, Леша, будете именно так разговаривать с каждым покупателем. Понятно?» «Да», — хором ответили горе-консультанты. «Не надо». Сергей увидел, что женщина достала кошелек. «Пусть это будет и компенсацией за поведение этих двух остолопов, и подарком, в благодарность за то, что вы, Мария Ивановна, делали для меня и других ребят из нашей школы в то сложное время». «Нет, Сереж, пожалуйста, не ставь меня в неудобное положение». Уже держа банковскую карту в руках, Мария Ивановна попросила: «Артемий, давайте я оплачу».
Сергей кивнул. Уже в 9 утра Мария Ивановна услышала звонок телефона. Точно, доставка. Через полчаса будут. Она еще раз протерла пол и встала у окна ждать. Вот «Газель» подъехала. Вот грузчики, бедненькие, коробку тащат. Что-то большая коробка, высокая. Побежала открыть дверь. Красные и запыхавшиеся старые знакомые Артемий и Леша затаскивали тяжелую и длинную коробку. К своему удивлению, Мария Ивановна разглядела на ней рисунок модного двухкамерного холодильника и надпись на иностранном языке. «Сережа, ну зачем, Сережа?» «Подождите, ребята, сейчас я вам дверь придержу. Да-да, вот сюда поставьте». Новоиспеченные грузчики сняли упаковку, и женщина увидела модный, дорогущий холодильник. «Ребята, это от Сергея, да?» «Да, Мария Ивановна, извините нас еще раз за вчерашнее». «Что было, то прошло. Вы, я смотрю, поплатились. Шутка ли, на 4-й этаж такую махину тащить? Давайте я вас чаем хоть напою, в знак примирения». «Спасибо, но теперь некогда. Нам еще 12 махин по городу развозить. Сергей Петрович нас в грузчики перевел, которых всегда не хватает». «Из-за меня, да?» Парни промолчали, да и так все понятно было. Сказали только, чтобы холодильник постоял перед включением не меньше 12 часов. Когда они ушли, Мария Ивановна еще и увидела СМС от банка. Магазин оформил возврат средств. Что ж я глупая, у Сережи номер телефона не взяла. Как его отблагодарить теперь? Завтра опять в магазин пойду. Думала женщина, перебирая школьные фотографии. Вот он, Сергей Никифоров, 8 класс. Мальчик из семьи с пьющим отцом и несчастной матерью, работавший целыми днями. Мария Ивановна вздрогнула. Из воспоминаний вырвала трель дверного звонка. Кто же там? Может, ребята чего-то забыли? Подруга в больнице, а прийти-то больше и некому. Посмотрела в глазок и удивилась еще больше. В подъезде стояла целая толпа с Сережей Никифоровым в голове. Он держал в руках огромный букет цветов. «Здравствуйте! Ой, что происходит? У меня даже голова закружилась. Сережа, ребята!» Женщина осторожно взяла цветы. Мария Ивановна смотрела на гостей и постепенно узнавала то одно, то другое лицо. Вот Леночка Трофимова с выпуклой родинкой у носа. Это Люба Кузнецова. Точно. «Ребята, куда же я вас всех рассажу?» У женщины текли слезы, ее не забыли, они помнили. «Мы просто пришли сказать, что Сергей решил организовать встречу одноклассников в следующем месяце. Лично приглашаем вас, Мария Ивановна». «Приду, конечно, приду. Какие вы все большие стали!» Позже раздался звонок телефона. «Ба, пришли еще 1004 хотя бы. У меня опять аренда хостела закончилась». Вадим снова конючил деньги. У Марии Ивановны было такое хорошее настроение, что даже образ внука, укладывающегося спать под Дворцовым мостом, не вызвал стремления перезанять и отправить. «Вадим, я больше не отправлю ни копейки. Единственное, чем теперь могу помочь, это попросить знакомого хозяина магазина бытовой техники устроить тебя грузчиком здесь, в своем городе». «Я пробовал работать грузчиком, мне не понравилось. Скоро продавцом-консультантом устроюсь здесь. А какие в твоей дыре перспективы?» «Тогда ничем не могу помочь», — твердо ответила Мария Ивановна и услышала гудки. «Прости его, Господи. Пойду, лучше холодильник включу». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории.
Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.